Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо, с вами Радайкин Максим. Я Борис Марцинкевич, всем добрый день. Цена на газ в Европе рухнула, а отставание по заполняемости ПХГ уже составляет 15 миллиардов кубов год к году. Борис Леонидович, $730 за 1000 кубометров – это вообще нормально для середины лета? Как себя чувствует старушка Европа? Наверное, хорошо, они уже 21-й пакет санкций приняли. Вы знаете, что разговаривать о Европе я особого смысла не вижу, но поскольку многим зрителям и слушателям интересно, давайте посмотрим, что там действительно происходит. Действительно, цена на газ резко упала. Вчера она была $750 за 1000 кубометров, а сегодня уже 730. Не смешно, потому что такие цены мы последний раз наблюдали летом 2021 года, когда начинался энергетический кризис, как уверяют нас европейские аналитики. Цены летом 2021 года стали расти из-за событий 24 февраля 2022 года. Я им охотно верю, это абсолютно нормально. 24 февраля у них похмелье после Дня Красной Армии, а летом 21-го цены выросли. А вот 22 год, напомню, Европа, ее основной хаб TTF вступал с ценой $2000 за 1000 кубометров. Это, конечно, связано тоже, вот декабрьские цены, они тоже связаны с тем, что произошло в феврале следующего года. Что происходит? Сокращаются, так мягко будет сказано, поставки из Катара сжиженного природного газа. Это был поставщик номер 3. Если посмотреть по объемам импорта сжиженного природного газа, не трубопроводного, а именно сжиженного, то первое место занимает СПГ, произведенные на территории США. Подчеркиваю, не американские СПГ, а СПГ, произведенные на территории США, закупленные европейскими компаниями, привезенные в Европу и продаваемые на основании действующего в Европейском Союзе законодательства. Это не американские СПГ, это СПГ, произведенные на территории США. Если вы посмотрите, кто поставляет этот сжиженный природный газ в Европу, вы обнаружите отнюдь не американские названия. Total Energy, BP, Shell, ну и так далее. Катар перестал поставлять газ по известным причинам. Объявлен форс-мажор, прежде всего для тех поставок, которые предназначались для Италии и для Бельгии. Причина, надеюсь, понятно, объяснять никому не надо. Не очень удачная агрессия коалиции Эпштейна на Исламскую Республику Иран, перекрытый Ормузский пролив, удары по инфраструктуре добывающей, по перерабатывающей. Вот это все вместе взятое. Что происходит в Европе? Обычный маневр, которому десятки лет, летом закупить подешевле, в период межсезонья, когда падает спрос на электроэнергию, закупаем дешевый газ, договариваемся об условиях хранения в подземных хранилищах газа, дожидаемся отопительного сезона, продаем, окупаем хранение, окупаем саму закупку, сидим с прибылью, мы молодцы. Что сейчас делать европейским компаниям? Хранение топлива стоит денег, закупка топлива стоит денег. При этом и руководство Евросоюза, и мистер Трамп заявляют, что вот-вот со дня на день Ормузский пролив будет раскрыт настежь, все будет хорошо. Что значит хорошо для европейских газовых трейдинговых компаний? Я сейчас закуплю газ по 700, потом нормализуют обстановку, и к отопительному сезону цена будет такая же, как была в прошлом году, на уровне $300. Да, я могу хеджироваться, я могу страховаться, но вряд ли вот такой разрыв в ценах кто-нибудь покроет. Правильное поведение – ничего не делать. Будем ждать, когда нормализуется обстановка, будем покупать газ по нормальным ценам. Ждут. Отставание в 15 миллиардов кубометров не критично. Европа перезимует, запасы какие-то есть. Возможность закрыть какие-нибудь промышленные предприятия, помахать платочком вслед убывающим в дальние дали Volkswagen, Mercedes и прочим басом тоже всегда есть. Этот алгоритм отработан в республиках Прибалтики. Они добились снижения зависимости от поставок энергетических ресурсов из России. Все, что для этого потребовалось, убить крупную промышленность, сократить производство сельскохозяйственных продукции, отказаться от оказания транзитных услуг, разогнать треть населения, и все, зависимость резко снижается. Алгоритм отработан. Если Европа желает двигаться по этому пути, ну, это их выбор, это их суверенное право, пусть они по этой тропе и идут в направлении небезызвестной горы в Перу.
Напоминаю, что с 1 января предусматривается вообще прекращение поставок из России. Как ответили европейские потребители, тоже известно, резко увеличились закупки СПГ на Ямал-СПГ. Практически все, что на заводе было произведено, дальше Европа не ушло. Что смогли, то закачали. Как они будут готовиться к зиме? Ну, какие-то варианты у них есть. В Германии заговорили о том, что сроки полной остановки угольной генерации надо отодвигать вправо, разумеется, зеленая повестка. Ну, Грета Тунберг уже взрослая девочка, она выдержит испытания, ничего страшного с ней не произойдет. Достаточно странная картинка получается еще и с нефтью. В этом 21-м пакете санкций, разумеется, речь о том, что для российской нефти потолок по-прежнему где-то там на уровне $40 за баррель или что-то такое. Кого этот потолок интересует, для чего его вводят? Мне кажется, что если течет крыша, то потолком надо заниматься во вторую очередь. Сначала надо делать что-то с крышей. Я про строительные, конечно, вопросы, ни о чем другом. Что получилось в Европе? Отказ от поставок российской нефти. Это рост цен. Перекрытый Ормузский пролив – это рост цен. И здесь дополнительная тяжесть прекращения экспорта российского дизельного топлива. Нас многие годы убеждают, что мы сидим на нефтяной игле, а сейчас, к удивлению многих, время задуматься о том, что на мировом рынке дизельного топлива Россия поставщик номер 2. То есть говорить о том, что в России нет нефтепереработки, можно, но только в том случае, если у вас на плечах мозговой аппарат облегченного образца. Это дополнительная прибыль для нефтеперерабатывающих заводов. Но для того, чтобы эту прибыль получать, надо где-то добывать нефть. Покупать нефть, поставлять нефть. И здесь пошли дополнительные новости. У Транснефти возникли технические сложности, и в этом году поставки казахстанской нефти на завод в Швейте не будут осуществляться, по крайней мере, в ближайшие несколько месяцев. Тайна раскрыта. Тюменская техника Кейс Гуру производится в Китае, где сосредоточено 90% производства мировой электроники. Почему тогда на коробках техники Кейс Гуру написано «создано в Тюмени»? В Тюмени инженеры продумывают характеристики и тестируют устройства. В Китае масштабируют производство. Глава компании Кейс Гуру Вадим Боков, прозванный тюменским Илоном Маском, лично контролирует разработку. Вадим выпустил инновационные устройства для уборки по старинке, без химии, но по стандартам медицинской чистоты. Раньше после уборки полов болела спина, сейчас можно убраться без боли. С новинкой Кейс Гуру беспроводным пылесосом Турбосил. Рекордное соотношение длительности работы и мощности. Турбосил очищает мебель на глубину до 10 сантиметров. Наши мамы и бабушки мыли полы вручную. Сегодня это делает робот-пылесос со станцией самоочистки. Кейс Гуру самочист. Тюменский самочист проводит сухую и влажную уборку, сам очищается на станции и заправляется водой. Через встроенную камеру самочиста можно наблюдать за домом из любой точки города. Раньше мыли окна, подвергались опасности. Сейчас это делает робот-мойщик Кейс Гуру Чистобот. Кейс Гуру Чистобот отмывает 20 видов поверхностей, горизонтальных и вертикальных. Смотрите инновационные устройства Кейс Гуру для уборки. Переходите по ссылке в описании или по QR-коду на экране. Забирайте промокод INFO2607 на скидку до 1000 рублей. И, соответственно, владельцам украденного Роснефти завода предстоит искать нефть где-то еще. Последняя заявка со стороны властей Германии, а именно власти Германии украли завод, о том, что они нашли аналогичную по химическому составу нефть где-то в Южной Америке. Где в Южной Америке, в каких объемах, как они собираются до Шведа доставлять эту нефть, науке неизвестно. На всякий случай напоминаю, что Швед находится ближе к Берлину, там берега моря точно нет. Если кто-то в этом сомневается, можешь посмотреть на карту Германии и изучить. Ближайший порт Роттердам, мощности по перевалке 5 миллионов тонн нефти в год, заказы под эту перевалку лет на 20 вперед. То есть туда просто не втиснуться, но даже если втиснуться удастся, то тот объем, который может перерабатывать завод в Швеции, 12 миллионов тонн в год, не совпадает с возможностями Роттердама. Следующий, ближайший порт, который точно такие объемы способен уверенно перерабатывать, перегружать, это Гданьск.
Польская республика. Порт принадлежит, все нефтетерминалы эти принадлежат государственной компании «Орлен». Очень удобно в том плане, что еще во времена существования Совета экономической взаимопомощи, соответственно, Советского Союза, Германской Демократической Республики и Польской Народной Республики, был построен нефтепровод от Гданьска до завода в Шведте, на всякий случай, чтобы было. Нефтепровод тоже принадлежит компании «Орлен». С ней предстоит договариваться. Если нефть будет поступать откуда-то из Южной Америки, вот в Гданьске ее надо будет переваривать, доставлять и так далее. Пойдет ли «Орлен» навстречу немецким потребителям? Ну, очевидно, с учетом многовековой дружбы Германии и Польши, дружеских отношений между этими государствами обязательно пойдет. Вопрос, за какие деньги и когда именно. Нефтепровод в обязательном порядке надо профилактически ремонтировать. Крайне необходимая вещь. Почему органу будет интересно поиграть в тарифы, тоже понятно. Чем меньше нефти перерабатывает НПЗ, тем ниже стоимость его акций. На тот момент, когда немецкое государство решит приватизировать этот завод, может появиться интересный покупатель, которому этот завод будет интересен. Кому он будет интересен? Тому, кто способен поставить туда нефть. Компания «Орлен». Будем наблюдать за очередным актом польско-немецкой дружбы. Посмотрим, чем это закончится. Дополнительное влияние на происходящее в Европе, разумеется, оказывает киевский режим. Я имею в виду, теперь уже можно называть вещи своими именами, многочисленные удары не по перегрузочным устройствам, выносным перегрузочным устройствам системы КТК, Каспийской трубопроводной корпорации, а по судам, которые идут за казахстанской нефтью и не доходят, потому что по ним наносятся удары. Удары беспилотными катерами, беспилотными летающими аппаратами и так далее. То, что суда идут для того, чтобы отгрузить нефть, которая принадлежат американским компаниям, европейским компаниям, никого в Киеве не смущает. В результате того, что происходит, под словеса о том, что это борьба за изоляцию России, изолируется Казахстан. Я на всякий случай напомню, что через КТК идет, конечно, и российская нефть, где-то около 1,5% из того, что экспортирует Россия. А вот для Казахстана это 80% экспорта. И сейчас в очередной раз КТК вынуждена прекратить отгрузку. Причины тоже понятны. Желающих работать под ударами всей этой летающей и плавающей техники становится все меньше. Казахстан один раз уже пережил такую проблему, когда в прошлом году, в ноябре, одно из выпускных перегрузочных устройств было разрушено, отгрузки прекратилась добыча на месторождении Тенгиз. Если говорить в абсолютных единицах, это падение на 3 миллиона тонн объемов добычи по итогам первого полугодия. Если говорить о деньгах, такая суровая правда жизни, государственный бюджет Казахстана не пострадал. Потому что если сравнивать цены первого квартала 2025 года на нефть и цены первого квартала 2026 года на нефть, в 2026 году она несколько выше. Я сейчас не произнес слово «армуз», потому что надеюсь, что все догадались, о чем именно идет речь. Если посмотреть по ценам, то получается, что Казахстан даже немножко и выиграл. Но дело в том, что доллары, тенге очень сложно заправлять в баке автомобилей. Физическая недостача нефти, это значит, что и на нефтеперерабатывающие заводы в Казахстане тоже поступил меньший объем сырья. Борис Леонидович, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на Геоэнергетика Инфо в Телеграм. Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке на Sponsor.ru. Спасибо, до новых встреч. Я надеюсь видеть ваши комментарии к сегодняшней передаче, которые будут касаться взаимоотношений России с цивилизованными странами. Я имею в виду со странами ЕАЭС, АСЕАН. Разговаривать о том, что и как происходит в Европе, достаточно большое количество желающих и умеющих без меня. Всем спасибо за внимание, всем всего доброго.